Здравствуйте! Вы находитесь на канале Очень вкусно с Натали. Сегодня я вас научу готовить мясо с грибами. Это мой самый любимый рецепт. Я вам расскажу секрет его приготовления. Досмотрите видео до конца, и вы все узнаете самое интересное. Подписывайтесь на наш канал. У нас еще очень-очень много интересных рецептов. Итак, начинаем готовить мясо с грибами. Здравствуйте, мои дорогие, мои друзья, будущие и нынешние. Сегодня будем мы с вами делать очень вкусное мясо с грибами. Этот рецепт, я уверена, будет вашим любимым рецептом, и вы приготовите его просто великолепно после того, как я вам все расскажу. Итак, для того, чтобы приготовить мясо с грибами по моему рецепту, очень вкусно с Натальей канал сейчас с вами напомню, вам необходимо, посмотрите, мясо, свинина, посмотрите, кусочек какой хороший, сливочное масло, мука, соль. Нам необходимо репчатый лук, сметанка и, конечно же, посмотрите грибочки, какие у меня сухие, какая прелесть, какие это красивые грибочки, лисички. Ой, запах просто сногсшибательный, пахнет на всю квартиру, на всю кухню. Итак, для того, чтобы нам приготовить, начнем мы с того, что вот эти прекрасные грибочки мы переложим в стеклянную посуду и зальем их водичкой на 20 минут, для того, чтобы они стали более мягкие. И если там какой-то есть песочек в серединке, этот песочек, он уйдет, мы их промоем потом. Итак, заливаем грибочки, мы их залили, налили водички. Поставлю, чтобы вы на них полюбовались, какая же это прелесть. Вот. И дальше мы продолжаем. Берем кусочек мяса и разрезаем. Сейчас покажу, на какие куски. Вот если брать кусочек мяса, постараюсь сделать быстро все, чтобы... Ну вот так вот где-то. Вот приблизительно вот такие кусочки. Итак, продолжаем. Мы грибочки залили водичкой. Они немножко постояли. Посмотрите, как они стали, увеличились в объеме. Теперь мы сливаем эту водичку, заливаем новой водичкой и ставим на 15 минут вариться на медленном огне под закрытой крышечкой, чтобы они отдали свои запахи, свой вкус в воде, в той, которой они будут вариться. Так, смотрите, кусочки, значит, мясо мы какое берем? Можно брать яблочко, это задняя часть. Можно брать ошеек, что вы любите, пожирнее, это ошеек. Яблочко по суше будет. Теперь мы чистим лучок, нарезаем его. Итак, мы дорезаем лучок. Смотрите, как я режу лук. Вот, казалось бы, такая операция самая простая. Как можно нарезать лук? А вот интересно, что, может, не все это знают. Смотрите, я хвостик всегда в луке оставляю. Видите, для чего это делается? Когда вы режете лук, видите, вы держите пальчиком за этот хвостик, он у вас не выскакивает, потому что лук до такой степени неприятно резать, когда он выскакивает у вас из рук. Вот этот хвостик мы теперь легким движением руки просто его выбрасываем. Оп, оп, оп. Видите, хвостики остаются, а все, что нам надо, все остается. Итак, лучок мы порезали. Грибочки у нас уже, посмотрите, видите, сварились. Мы 20 минут их проварили. Мяско у нас готово. И теперь мы узнаем, для чего же нам надо. Следующий секрет. Масло сливочное и мука. Продолжаем. А также еще нам потребуется наша сметанка. Продолжаем. И берем наши грибочки. Вот, смотрите.
Какой прекрасный запах. И мы их должны разрезать. Видите, вот так вот. Я разрезаю. И еще на кусочки. Ну, вот такие приблизительно кусочки, чтобы у вас получились. Не обязательно это делать как-то очень красиво. Ну, приблизительно, чтобы ножку мы можем вот так разрезать. Приблизительно, чтобы эти кусочки были вот такого вот размера. Грибочки очень пахнут. Продолжаем резать. Так, сковородочка наша нагрелась. И мы добавляем туда не подсолнечное масло. Даже у меня рука потянулась по привычке. А мы берем свое прекрасное сливочное масло. И именно на сливочном масле, посмотрите. Вот видите, какие кусочки ложу. Вот оно сейчас разогревается. И тот лучок, который мы порезали, вот наш лучок. Так, масло начинает шипеть, но так оно и должно быть. Еще один секретик: сливочное масло. Сливочное. И мы туда высыпаем свой лучок. Так. Берем лопаточку. И видите, чтобы масло не начало пригорать, мы обязательно это перемешиваем для того, чтобы лучок этот начал равномерно поджариваться. Вы как заметили, я делаю на чугунных сковородках. Это, ну, мне так удобно и, ну, наверное, по привычке, может быть. А может, потому что чугунная сковородка, она на самом деле хорошо набирает тепло, потом хорошо отдает. И так, жарится наш лучок. И что происходит? Мы его ни в коем случае, еще один секрет, мы его ни в коем случае не пережариваем. Когда наш лучок побелеет, а он уже, видите, побелел практически, не надо его зажаривать до золотистого цвета. Вот он уже побелел, поменял свой цвет. И наша мука, которая 2 ложки, 2-3 ложечки, мы ее сюда высыпаем. И вот не надо перемешивать, вот так высыпали. И пусть она поджарится немножечко. И через 3 минуточки перемешайте. Продолжаем дальше. Вот смотрите, что получилось. Значит, у нас мука вместе с луком приобрела такой приятный кремовый цвет. Так оно и должно быть. Выключаем. И оставляем его. Для чего чуть-чуть поджаривается мука? Она приобретает совсем другой вкус. Поджаренная мука. И надо немножко все-таки поджарить. Все, мы выключили. Оставили на сковородочке. Оно потихонечку еще сейчас дойдет. Продолжаем дальше. Так, продолжаем дальше. Мы порезали грибочки. Посмотрите. Можно на блендере меленько сделать, кому нравится. Вот эту водичку ни в коем случае не выливаем с грибов. Берем наш любимый казаночек. У меня казаночек еще остался от моей мамочки любимой, она мне подарила. Следующий этап. Мы наше мясо обжариваем до легкой корочки, легчайшей, на сливочном желательно масле. Но я добавляю подсолнечное, потому что сливочное масло дорогое. Чуть-чуть сливочное, в основном это подсолнечное масло. Мы обжариваем и продолжаем дальше. Итак, продолжаем. Мяско мы высыпаем в казаночек. Вот у меня специальный большой такой казаночек есть. У вас может быть, ну, любой. То ли такой, то ли так, ваш любимый какой, то ли это кастрюля будет, чтобы с толстым дном. Высыпали мяско. Вот оно должно быть, видите, поджарено чуть-чуть. Капельку оно обжарено. Для чего обжарка происходит? Еще один секрет. При обжарке происходит запечатывание мяса. То есть соки все остаются в серединочке. Тогда, когда оно будет готовиться, оно будет более сочным. Значит, что мы делаем дальше? Мы берем туда, выливаем обязательно ту водичку, в которой варились грибы. Добавляем соли.
Рецепт вот указан внизу. Добавляем мы наши прекрасные порезанные грибочки. Так, и теперь пришло время. Наша сметанка. Мы берем ложечку и добавляем пару ложек нашей сметанки. Ну, я вот так вот сделаю. Ну, если вы добавите не пару ложек, а больше, будет только вкуснее. Это все желательно перемешать. И, конечно же, не забыть добавить нашу зажарочку, которую мы заранее приготовили с лучком. Вот она, наша зажарочка на сливочном масле. Вы помните, что мы ее делали. Так, и теперь мы чуть-чуть добавляем водички, закрываем крышечкой. Это все надо немножко перемешать. Так, вот видите, там уже водичка у нас есть. Ее пока что хватит, можно ничего не добавлять. Мы закрываем крышечкой и ставим в духовку на 1,5 часа. Сначала на сильный огонь, чтобы оно закипело, потом огонечек уменьшаем, и оно томится 1,5 часа при закрытой крышке в духовке до готовности. Я вам покажу, когда оно будет готово, я вытащу с духовочки и покажу, какое оно получилось. Итак, мы достали наш казаночек, и вы посмотрите, какая же здесь красота. Открываю прямо при вас. Ох, какая прелесть! Запах идет, невозможно удержаться. Сейчас вам покажу, какая в середине у нас истомилась. Мяско, мягенькое. Посмотрите. Посмотрите на эту красоту. Вот эти грибочки, все оно тут видно кусочками, подливочка. Просто необыкновенный запах. Вы первый раз, когда попробуете это мясо, ой, это вкус незабываемый. Вы посмотрите, какая же это вкуснота. Тут по всей кухне распространяется такой запах грибов. Слюнки текут, как всегда, моя коронная фраза, но правда она соответствует действительности. Сейчас я положу на тарелочку, еще раз вам покажу, как оно в разрезе выглядит. Очень-очень необыкновенно вкусно. Просто подписывайтесь на мой канал, я вам открою такие рецепты, которых вы никогда не слышали. Будете готовить так, как я, еще вкуснее. И теперь посмотрите, какая же получилась вкуснятина. Каждый кусочек просто это что-то необыкновенное. Я специально положила грибочки, чтобы у вас аппетит появился еще больше. Мясо мягенькое, нежное, истомилось в духовочке. Ну просто пальчики оближешь. Подписывайтесь на мой канал. Очень вкусно с Натали. Я буду вам рассказывать свои секреты. Пишите мне, делитесь со мной своими впечатлениями. До новых встреч!